Приветствую, ребят! Вы на канале Юра. Сегодня речь пойдет о том, что можно купить от 7 до 8 тысяч долларов. Для тех ребят, которые смотрят меня в России, всем привет! Это до 750 тысяч рублей. Но учитывая то, что у вас автомобиль дороже наших, то до 780 примерно. Ну, до 800 это уже край, но 780 тысяч рублей примерно вот так. Такие цены. И здесь список автомобилей с 2008 года выпуска и без учета Б-класса. Б-класс не входит в этот список, потому что в прошлый раз я снимал, что можно купить до 9, и там был преимущественно Б-класс. Это тоже был, но это единицы. В основном 80-90% тех автомобилей, что я перечислил в прошлом видео, ссылка есть в описании, можете перейти, кому интересно, были в основном автомобили Б-класса. Здесь уже будет С, Д. Ну и за исключением пара Ешек, все же попало Е-класса сюда. Первое, это, конечно, ВАГ. Кто давно меня смотрит, тот понимает, почему. Мы с ВАГа начинаем. Первое, это Фабия 5G, она была на канале, обзор на нее я снимал. Октавия, вторая, рестовая. Да, рестовая тоже входит в эти дипломы, но уже и рестовые попадаются, я брал бы лично рестовую. Как тоже был обзор на нее, и как я сказал в обзоре, я бы брал 1.4 на Сахе, 1.4 TSI E111 серии. Но, конечно, все будет зависеть от состояния. Если автомобиль лучше с 1.6 вам попадется такой, как у нас был на обзоре, то, конечно, лучше брать 1.6. Все зависит от состояния. Но все равно больше предпочтения я лично отдаю 1.4 Сахе. Дальше Volkswagen. Golf, Jetta, Passat, все с индексами 6. 6 Passat, 6 Jetta, 6 Golf, Golf Plus. Но опять же, ребят, за такие деньги Passat брать уже он будет за такие деньги проблемным. Придется вложить и вложить в него немало. Проще уже брать Golf с 1.6 атмосферным бензиновым двигателем, либо 1.4 на Сахе. Passat тоже можно взять 1.4 на Сахе. Но все же Golf будет немного подешевле в обслуживании. И в теории больше выбор будет, чем Passat. И Passat будет все равно более замученный в этом состоянии. Да и, честно говоря, 1.6 атмосферник, 1.4 Саха для Passat маловато, потому что достаточно большая уже машина по объему, немалый вес имеет, поэтому для D-класса это уже не особо серьезно. Дальше идет Audi A3, Audi A4 B7, Audi A6 C6. Audi A6 C6 я бы не рекомендовал бы брать, потому что были только на салонах, на автостоянках две машины на 3.2 бензин и на 2.4, по-моему, либо 2.0 турбо было. Все 2005 года, 2004-2005 уже с космическим пробегом, поэтому только ради понта, я считаю, не стоит покупать, да и какой понт там по 20-летней машине, пускай и бизнес-класса. Я бы не брал. Двухлитровый дизель стоит дороже, и если брать по состоянию, он будет на порядок дороже, чем, ну не на порядок, но пару тысяч нужно докинуть, поэтому уже она вылетает из этого. Будут только уже замученные, ушатанные автомобили за эту сумму. Audi A4 B7, что касается, ну, как у меня двухлитровый дизель, тяжело уже найти за эту сумму, только 1.9. По бензину 2.0 TFSI на вариаторе я вообще не смотрите эти машины, просто их не смотрите, потому что вариатор покупать на 20-летнем ВАГе с пробегом 30 тысяч плюс, это уже, ну, поступок самоубийцы практически. По-любому он крякнет, и когда неизвестно. Но если вы любите острых ощущений, то пожалуйста, но я бы вообще его не брал. Это сразу нет. Только механика, и либо если уже кватруху хотите, тогда да, уже на автомате, но опять же, отдельная статья расходов, проверяйте автомат. Конечно, на механике может сцепа крякнуть, но это более прогнозируемо, заметно, и все равно не так это дорого, и больше вероятность, что, ну, поменять сцепление не так тяжело, блин, как перепотрошить автомат. В теории быстрее возьмутся поменять вам сцепление, чем автомат вам менять. Вернее, перебирать и ремонтировать. И неизвестно, как качественно это сделают. Сцепление поменять уже больший процент даже криворуких мастеров, которые это сделают. Для тех, кто смотрит в первый раз, здесь нету никакого смысла, и я не разбираю по рациональности покупки, по правильности, кто на втором, кто на третьем, на последующих местах. Здесь просто как мне в голове, так я и перечисляю. Дальше идет Mazda. Mazda 3, уже 2009 года. Достаточно интересный автомобиль. И самое главное, то, что уже Mazda этих годов не такая слабая с точки зрения стойкости коррозии. Потому что если брать
Mazda 626 вот была на обзоре последнего уже поколения, Mazda 6 первого поколения, они уже слабы с точки зрения стойкости коррозии, да, они очень сильно гниют, и вот этим многие люди отказываются от покупки таких автомобилей, но здесь уже Mazda получше в этом плане, поэтому и выбор есть, кстати, за всю эту сумму от 2008 года. С CD-класса было порядка 1200 автомобилей, всего от общего количества, список, который я сейчас назову. Поэтому есть из чего, конечно же, выбирать. И можно найти живой нормальный экземпляр относительно. Дальше идет Kia. Kia Ceed первый, тоже 2009 год, там 1.4 на бензине, очень много было таких автомобилей. 1.4, 1.6 бензин. Автомобили очень хорошие, действительно, я тоже не видел их коричневыми, ржавыми насквозь, там уже дыры, такого-то не видно было за этими автомобилями. И действительно, очень хороший вариант с точки зрения покупки, особенно там в семье, когда нету уже лишних, ну, хотя лишних денег никогда не бывает, но нет возможности там обслуживать более люксовые премиальные автомобили, более дорогостоящие. Здесь действительно такой хороший компромиссный вариант. И Kia Ceed достаточно немало по количеству в продаже, есть выбор этих автомобилей. Дальше идет Toyota. Toyota Corolla 10. Был обзор на такой автомобиль, и с подписчиками вышел спор в комментах. Многие начали винять то, что это C-класс, это не B. Ну, я, в принципе, согласен с подписчиками, действительно, да. Но те, кто утверждает, что Camry 40-ка это E-класс, но тут тоже уже еще больше повод для смеха, потому что в E-классе, в бизнес-классе никогда не бывает спереди Макферсона. Двойной, тройной, поперечный, продольный любой рычаг, но не Макферсон. Поэтому Camry это D-класс было и будет. Насчет Короллы, как я говорил в обзоре, она мне понравилась. Это очень хороший автомобиль, но обязательно на механике. Робот не приемлем. 1.6 на механике хороший компромиссный вариант. Конечно, есть там проблемы по кузову, не встречается, не без этого, но тем не менее не выгнивает так с космической скоростью на глазах. Как и все, в принципе, ни больше, ни меньше. Обычный хороший автомобиль, который, ну, не обладает ничем таким, не имеет конструктивной сложности, которые способны разорить ваш кошелек. Единственный минус, что там, да, торпеда лопается, трескается, вот такие вот нюансы, но тем не менее это очень хороший вариант и аргумент к покупке. Дальше идет Honda. Honda Civic 8, Honda Accord 8. Оба были на канале. И Accord 8 мне больше нравится. Может, потому что у него больше европейских черт, я не знаю. Ну, как-то Civic мне на втором месте. Больше мне Accord нравится, честно говоря. И это постоянный спор, что лучше, что надежнее, Camry либо Accord. У нас больше любят Camry, у нас больше на дорогах Camry попадается. В других регионах, я знаю, ближе к северу, тоже в обзоре 55-й Camry говорил, в других областях у нас больше Accord, там за Accord больше топят. И это постоянный спор, что надежнее. Но тем не менее, это действительно очень хорошие автомобили, и можно смело их рассматривать. Accord мне понравился. Честно говоря, я больше за Accord. Дальше идет очень тоже сильный аргумент, это Citroёn. Citroёn C5 второй дорестовый и Citroёn C4. Citroёn C5 дорестовый был у нас на канале, и в основном за эти деньги, за эти года, вот 2009 года, 2008 попадаются Citroёn C5 с 2-литровым бензиновым двигателем на механике, и такие же, именно такой же я снимал. Какие сейчас попадаются в продаже, такой же Citroёn я снимал на обзоре. 2-литровый бензиновый двигатель на механике. Это реально оптимальный вариант для покупки. И, конечно же, автомобиль уже классом выше, содержание будет дороже. Это уже не C-класс с примитивной подвеской, Макферсона и балки. C5 уже будет подороже в обслуживании, но, конечно, покомфортнее, поинтереснее автомобиль. А дальше идет Peugeot. Peugeot 307, 408, 1.6 бензин на механике. Простые надежные двигатели, и в большинстве случаев львиная доля попадается именно с такими двигателями и на механике. И с другой стороны, так я сейчас об этом говорю, вот, когда Короллу упоминал, тоже 1.6 бензин, и вот вспоминаю отзывы владельца, что все равно 1.6 расход 9-10 литров по городу. В то же самое время Camry V6 3.5 V6 расходует 15 литров, но это в режиме валилова, а так 12-13. И здесь тоже не все так однозначно. Вы можете в любой момент навалить, обогнать, перестроиться, а здесь вы просто спокойно передвигаетесь. Поэтому я к чему веду, что при покупке автомобиля, конечно, нужно обращать внимание на конструктивные недочеты заводские, слабые места двигателя, но уже
автомобили в годах, конечно, кое-что уже устранено, но даже может логичнее покупать 1.8 и 2.0, чем 1.6, желая сэкономить, потому что это самообман. 1.6 может быть автомобиль, особенно если это D-класс, тяжелый для такой массы, как я вот упомянул, B6 Passat, и просто будет космический расход топлива. Вы будете тащиться, но перерасходовать топливо. Поэтому даже может быть логичнее присмотреться к 1.8, к 2.0 таким объемом, если уже речь идет о D-классе, либо C-классе, но достаточно габаритном. Дальше идет Opel Astra H. Такой автомобиль был тоже на канале, был обзор, но там был 1.4 в кузове хэтчбэк, пятидверный хэтчбэк. Попадаются очень даже 1.6, в основном тоже бензиновые в универсалах. Если повезет, то попадается дизель, но дизель уже слегка замучен, уже придется на турбину внимание обратить, поэтому все-таки логичнее и по деньгам экономичнее это 1.6 бензиновый двигатель. И уже относительно машины и не такие старые, 10-11 года даже Opel Astra попадался, тоже хэтчбэк серебристый на 1.6, то есть машина уже посвежее, 2008-2011 года, все же 3 года разница достаточно существенна, но, конечно, имеет место это состояние, самое главное, конечно, состояние. Дальше идет, на мой взгляд, самое сильное звено практически в номинации «Народный автомобиль», разумность, целесообразность покупки – это Renault. Третий Меган и третья Лагуна, 1.5 дизель на К9К. Такой двигатель я снимал на Талисмане, на Каджаре. Дастер был с 1.5 К9К. Такой двигатель становится на Кашкай. Автомобили очень крепкие с точки зрения устойчивости к коррозии, хороший надежный двигатель, 8-клапанный этот дизель, 110 сил на механике, ну просто песня, я считаю, семейным людям это очень хороший аргумент, но, конечно же, зависит все от состояния, если это перевертыш, убитый, из 3.1 собранный, или ушатанный двигатель, там жлобское масло лили, там чуть ли не воду, блин, грубо говоря, конечно, да, но сами по себе автомобили изначально очень хороши и заслуживают вашего внимания. Ну, я лично смотрел бы, наверное, в эту сторону, будь в других жизненных обстоятельствах. Так как я упоминал Opel, нельзя забывать и про Chevrolet Cruze. Хотя значок Chevrolet добавляет авторитета, на самом деле там опельский Котек, все от Opel стоит. Поэтому, но тем не менее автомобиль очень красивый, симпатичный и смотрится дороже, чем есть на самом деле. Он реально хорошо зашел в свое время. И я смотрел бы все же с 1.6, с 1.8, потому что есть 1.4 турбо, такие двигатели, автомобили с таким двигателем тоже попадались, но наши люди боятся турбин, боятся таких двигателей, и он более, скажем так, критичен ко всем моментам, к обслуживанию, чем 1.6 и 1.8, хотя у 1.8 там проблемы со звездами, я тоже на Опелях это рассказывал, но при покупке нужно это смотреть, обращать внимание на лишние звуки, вибрации, шум. Но, тем не менее, это здесь достаточно тоже серьезный аргумент для покупки, и есть смысл к нему присмотреться. Все же автомобиль 2010 года начали производиться, 2011-2012 год Cruze можно найти. Дальше идет Hyundai i30, тоже 2009 года был, 1.4 бензин, но примерно то же самое, что Kia Ceed. Тут уже что вам больше нравится, в принципе, как Opel или Chevrolet Cruze, что вам больше нравится, то нужно и брать. То же самое и с Ceed, и Hyundai, кому что визуально больше нравится. Ну, в основном по надежности автомобили оба надежные, одинаково, в равной степени в процентном соотношении. Дальше идет Ford Mondeo, Ford Focus 3. Оба автомобиля попадаются с 1.6 бензином в основном в эти года и в эту сумму. Поэтому лучше все-таки Ford Focus 3 с точки зрения живого двигателя, потому что Mondeo, как правило, потяжелее, побольше 1.6, будет более ушатан на нем, больше жор масла, но все вот эти возрастные косяки, потому что машина тяжелее. У нас на обзоре был Ford Mondeo 4, но с дизельным двигателем, а за эти деньги дизель особо не найти. Либо найдется тоже такой подушатанный. Но есть вариант со всеми этими автомобилями в списке, есть вариант срочной продажи, вы можете урвать хороший автомобиль. Но это уже, конечно, надеяться не стоит, нужно выбирать из того, что есть. В основном вот 1.6 попадается, поэтому, ну, если попадется атмосферный там 2.0, то, конечно, лучше уже смотреть в сторону Mondeo. Все-таки автомобиль покомфортнее, побольше, поинтереснее будет. И завершает этот список Lancer 10, куда же без Mitsubishi. Lancer 10 мне очень понравился, был на него обзор с 2-литровым двигателем на механике, и опять же вариаторы здесь брать нельзя, я не советую, потому что уже автомобилям примерно 15 лет, ну чуть меньше там плюс-минус, и
пробеги под 300 тысяч, то есть вариатор там уже давно не желез. Либо контрактный какой-нибудь стоит, и вариатор всегда умирает резко и без особо каких-то симптомов, поэтому это не автомат. Поэтому от вариатора лучше отказаться. И в основном попадаются на механике 1.8, 2.0 попадались автомобили. И такие лансеры можно спокойно рассмотреть в покупке. Я говорил на обзоре про двигатель, про всю техническую часть. И, конечно, это не 9-й лансер, который гниет насквозь и на глазах. 9-й тоже был на обзоре. Здесь уже стойкость коррозии получше. Но, тем не менее, конечно, рыжня, жуки попадаются, но автомобилям уже 15 лет. Но они не выгнивают так быстро и на глазах. Поэтому есть вариант найти хороший. Это мой список. Пишите свое мнение в комментах. Давайте спорить, давайте обсуждать. Если в ваших регионах попадаются какие-то марки, модели чаще, чем у нас, то пишите. Потому что я в этот список не включал автомобили, где попадаются там 3-4 штуки в объявлении. И все, на этом все. Такие автомобили я не включал. Я включал именно массовые, потому что когда автомобилям уже 15 лет, или около этого, то здесь уже имеет отношение количество их попросту в продаже, потому что чем больше их в продаже, тем больше их на разборках, запчастей, и, соответственно, дешевле их обслуживание, что и нужно людям. Спасибо большое за внимание, ставьте лайки, делайте репосты, счастливо!